Друзья, всем привет! С вами Айман Искараева. Сегодня очередной прямой эфир, первый эфир 2022 года. И сегодня в данном эфире я хотела бы затронуть очень важную тему, которая несколько сделает вас более грамотными, юридически более подкованными. Это вопросы по безнадежным кейсам. Какие кейсы называются безнадежными? Это те дела, которые в целом не имеют никаких перспектив его разрешения, друзья. Очень важная информация, в целом, которую многие игнорируют почему-то, именно когда дело касается юридических вопросов, вопросов юридической грамотности, люди дают себе скидки. На самом деле, друзья, сейчас время такое, необходимо знать свои права и обязанности, и не только знать, а именно уметь их применять, именно иметь какой-то навык, можно сказать, который позволит вам избежать многих ошибок, когда дело касается принятия решений по инициированию каких-то процессов. Особенно это касается, находясь и практикуя право в Эмиратах, в Дубае непосредственно, я сталкиваюсь очень часто с тем именно отношением людей, когда по незнанию, по каким-то еще эмоциональным, по каким-то личным или объективным факторам, они оказываются заложниками именно системы и бросают деньги на ветер, проще говоря, и вовлекают себя в какие-то решения каких-то вопросов юридических, которые не имеют никакого смысла в будущем. А если просто на примере вам сейчас буду рассказывать, классифицировать, это была более такая вводная часть, почему вам надо слушать и знать, и учиться, самим определять, какие кейсы являются безнадежными, какие вопросы являются бесперспективными, которые даже когда ко мне очень часто приходят на консультацию, я даю, очень часто мне приходится отговаривать людей идти и судиться непосредственно в Эмиратах, в Дубае, и потому что это на самом деле это дорого, безнадежно, есть ряд факторов, которые необходимо предусмотреть, прежде чем вообще принять решение идти судиться, для чего вам это надо. И это именно сейчас мы это будем разбирать, почему, зачем вам знать это, потому что с этим сталкиваются все. Именно игнорирование это не является основанием для того, чтобы в последующем исключить вашу ответственность. Какие кейсы называют безнадежными, друзья? Это те, которые в конечном итоге не влекут для вас результата, у которых нет результата и которых вам никто не скажет, если в конечном итоге только вы в будущем можете примерно понять, что вы все потратили деньги, потратили свои нервы и открыли какие-то кейсы, вовлеклись в какой-то процесс, который в конечном итоге оказался неперспективным, который не оправдал ваши ожидания. Не путайте, пожалуйста, с успешным решением суда, то есть решение может быть успешным. Решения часто принимаются, в принципе, даже есть бесспорные иски, когда можно принять решение за несколько часов, там 2-3 суток суд принимает решение, но у нас в конечном итоге самоцелью не является выиграть кейс. Самоцелью является, например, взыскание задолженности, наказание вашего ответчика, обидчика. И этого, если не добиваетесь, то, конечно, это кейс безнадежный. Теперь перейдем непосредственно к причинам, которые влекут за собой, и я постараюсь вам рассказать на практике, какие кейсы бывают безнадежными. Кейсы бывают безнадежными в связи с классифицируя для вашего лучшего понимания, когда это объективные причины, это которые не зависят от вас. Это может быть, например, форс-мажорные обстоятельства, другая сторона, у которой вы хотите взыскать задолженность, привлечь к ответственности, уже не является вообще стороной, может быть, она банкрот, у нее нет денег, то есть это на самом деле безнадежный кейс. Это часто на примере, можно сказать, отмененные проекты. Отмененные проекты строительства. Это обманутые дольщики, которые полагают, что можно будет привлечь компанию застройщика, застройщик-девелопер, который их обманул или который не достроил квартиры, не выдал их, как договаривался, согласно договорным своим обязательствам. Это является безнадежным кейсом по объективным причинам. Это может быть какой-то кризис, в целом мировой кризис был когда-то у нас. Бывают субъективные причины, друзья, когда человек сам не желает вовлекаться,
когда у него нет денег, нет желания, эмоционально он не готов вникать. Вот эти причины тоже являются безнадежными. Или субъективные причины с тем связаны, что вы подписали какие-то документы сами, то есть уже отказались от своего права требования, и в последующем вдруг понимаете, что вы сами себе навредили. Это тоже является безнадежными, именно причиной безнадежности. Две причины, это могут быть объективные или субъективные причины. Теперь переходим к классификации более подробно. По причине законодательных ограничений, друзья. Очень часто, например, такими кейсами являются, когда приходят алиментные обязательства. То есть есть ряд категорий дел, когда гражданские наши решения судов наших по гражданским делам, они в Эмиратах не являются исполнимыми. То есть для того, чтобы здесь исполнить решение суда о том же выплате алиментов, необходимо повторно подавать здесь. То есть автоматически, как это, например, с другими странами, Эмираты в целом заключили с странами Персидского региона соглашение, когда решение их судов можно непосредственно исполнить на территории Эмиратов. Здесь по нашим русскоязычным странам СНГ такого нет соглашения, только по уголовным делам. Поэтому это решение не будет исполнено. И не нужно себя тешить иллюзиями, что вы можете получить решение суда в своей стране и сразу же прийти здесь его судоисполнение выполнить. Это и есть причина законодательных ограничений, когда кейс является безнадежным. Теперь говорим о кейсах банкротства. Опять же, здесь объективные причины, это никак не связано с вами, человек, ваш должник, умер. Вы можете предъявить требования к его наследникам, но здесь нужно посмотреть по обязательствам. Некоторые обязательства умирают со смертью самого человека. Поэтому, если это банкротство, и если нет правопреемников у этой компании юридического лица, вашего должника, то опять же этот кейс является безнадежным для вас. По причине, скажем так, затяжного производства, друзья, это временные ваши ограничения, когда вам нет смысла вообще подавать, вы понимаете, что сроки очень затянутся, и зачем вам на такие решения тратить свое время, которые займут годы, то есть это будет отвлекать вас годами. Есть еще сроки, личные причины, друзья, может быть это лично эмоциональные ваши мотивы личные, когда вы, бывают это кейсы криминальные, когда люди не хотят разглашать какие-то сведения личного характера, когда они не хотят, чтобы это затрагивало их близких, может быть, это будет касаться именно каких-то межличностных отношений, конфликтов, или это репутационные риски, друзья. И люди не хотят открывать такого рода дела, когда боятся, что могут вскрыться их личные какие-то секреты, поэтому это тоже одна из причин, почему кейсы бывают безнадежными, даже когда вы можете выиграть кейс. Отсутствие доказательств. Это одна из самых главных причин, друзья, когда у вас нет доказательств, нет смысла вообще подавать иски. Это нужно учитывать до того, как вы подали иски в суд. Этим занимаются ваши юристы, проверяют ваши сведения, насколько это объективное, относимые доказательства, насколько судом это будет принято к сведению. Ну и, конечно же, самое главное, друзья, это финансовые. Именно когда мы говорим о Дубае, об Эмиратах, то здесь очень дорого судиться. Мы сейчас говорим даже не обязательно об услугах адвокатов, хотя это тоже очень высокая цена. Сейчас это, в принципе, и госпошлины, это переводы документов, о которых я часто говорю, что все необходимо перевести на арабский язык, это арабское судопроизводство. Поэтому, друзья, очень много причин, которые мы говорим безнадежные кейсы, это очень важно понимать для того, чтобы правильно квалифицировать свой вопрос, для того, чтобы правильно принять решение. Что вы можете сделать, друзья, для того, чтобы до того, как вы решаетесь на открытие кейса, решаетесь вот именно на какой-то юридический спор, в первую очередь вам нужно собрать совокупность всей информации, друзья. Вам нужно понимать объективно, и решение надо принимать на холодную голову. Это не должно быть эмоционально, вы обижены, вы заняли кому-то деньги, и в результате вы просто хотите наказать обидчика, может быть, вы видите его хамское отношение к вам, и у вас начинается вот это вот внутренний какой-то конфликт, вы считаете, что вы должны его наказать, поставить ему, бывает, часто у меня обращаются, нагло живет арендатор в вашей квартире,
и так далее. То есть здесь нельзя идти на поводу своих эмоций. Очень важно именно трезво оценивать ситуацию и консультироваться с экспертами, собирать всю совокупность информации и правильно подходить к решению вопроса для того, чтобы себе не навредить в первую очередь. Полный пакет документов всегда собирайте. Иногда лучше что-то не сделать, чем сделать неверно. Очень часто бывает. И, конечно, нельзя доверять. Если вы подписываете какие-то бумаги, если вам пытаются какую-то информацию подать, как будто бы это вам выгодно, лица, которые заинтересованы, опять же, не всегда нельзя доверять, нужно с независимыми экспертами консультироваться, это очень важно. Просчитайте свое время, просчитайте свои деньги, расходы на этот процесс обязательно и саму целесообразность. И очень важный вопрос, нужно знать цель, для чего вы инициируете. Бывает для того, кстати, интересный вопрос, что кто-то инициирует, чтобы просто наказать, он просто хочет создать проблемы своему оппоненту. Кто-то хочет взыскать задолженность, то есть здесь в зависимости от конечной цели вы можете выбрать инструмент и путь решения этой проблемы. Кто-то хочет поставить travel ban, кто-то хочет наложить арест, кто-то хочет в целом, чтобы человек был вовлечен в этот конфликт, а кому-то просто необходимо, согласно законодательству, тому же валютному регулированию нашей компании, наших стран, обязаны, даже зная, что они не получат ничего, они обязаны инициировать возврат задолженности согласно требованиям, то есть если они потеряли, если у них дыра в бюджете, они должны доказывать, откуда и почему это появилось, и для этого, и что они сделали для возврата этой задолженности. Очень важным является изучить практику, особенно в Эмиратах, особенно в Дубае, друзья, очень важно изучить, как сейчас это решается на практике, каким путем пошли решения суда, хоть у нас и не является прецедентным правом, но очень часто суды друг на друга смотрят, если какое-то решение, есть какая-то практика, выработанная по тем или иным категориям дел, и, как правило, решается все практически одинаково. При прочих равных условиях, опять же, это все нужно смотреть с позиции, объективно оценивать все доказательства на руках, всю совокупность информации, что вы имеете, и в конечном итоге, чтобы ваша цель была достигнута. Друзья, я надеюсь, что эта информация была вам полезна. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы в комментариях. Это была основная информация по безнадежным кейсам. Я надеюсь, что не сильно вас утомила вот этой терминологией, этими категориями, но это очень важная информация именно по тем кейсам, которые нет смысла открывать вообще. То есть и берегите, пожалуйста, свои нервы, время, деньги, обязательно предварительно консультируйтесь, это очень важный этап, когда вы делаете предварительную экспертизу вопроса. С вами была Айман Ескараева, юрист в Дубае, друзья. Оставляйте в комментариях к данному видео ваши вопросы, буду делать прямые эфиры на новые ваши темы, которые вас интересуют, и буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо всем за внимание.